Говорят, чтобы совершить преступление, много ума не нужно. Но есть случаи, которые опровергают это мнение. Из-за глупости и самонадеянности злоумышленники попадают в забавные ситуации, которые заставляют улыбнуться даже стражи правопорядка. Представляю вашему вниманию 6 забавных историй о самых глупых преступниках. Профессия полицейского в США считается довольно престижной. Многие мальчики с детства мечтают защищать граждан, но повзрослев, лишь единицы остаются верными своей мечте. Эдвин Гайнер, житель Техаса, возможно, и мечтал в детстве стать полицейским, но решился пополнить ряды защитников правопорядка уже в довольно зрелом возрасте. Мужчина пришел в полицейский участок, сообщил о своих намерениях, и ему дали анкету для заполнения. Кроме стандартных вопросов, в анкете был пункт, в котором нужно было указать, совершал ли человек когда-либо преступление. Поскольку Эдвин очень сильно хотел стать полицейским, он решил быть максимально честным. В его молодости были грехи, и вместо того, чтобы просто ответить «да», он в подробностях описал совершенные им преступления. Указал, где и когда это случилось, и даже описал одежду, в которой он был в тот момент. В общей сложности Эдвин признался в 4 мелких кражах и одном угоне автомобиля. Ознакомившись с анкетой Эдвина, полицейские были в замешательстве. Сначала они даже подумали, что это розыгрыш, но на всякий случай решили проверить информацию. Оказалось, что мужчина действительно совершал все указанные преступления. Разумеется, его арестовали и судили по всей строгости закона. Некоторые люди в силу своих психических и психологических особенностей могут верить даже в самые откровенные глупости. Одной такой интересной личностью оказался МакАртур Уиллер из города Питтсбург. Этот мужчина решил быстро обогатиться. За один день он ограбил 2 банка. Несмотря на то, что лицо Уиллера не было скрыто маской, он был уверен, что его не поймают. Ведь он знал способ, как сделать свое лицо невидимым. Выходя из банков, он широко улыбался, глядя прямо в камеры видеонаблюдения, с полной уверенностью, что его лица не видно. Уиллер сильно удивился, когда его задержали спустя 1,5 часа после совершения преступлений. Первое, что он сказал полицейским: «Но как вы меня нашли? Я же мазал лицо лимоном». Мужчина искренне верил, что поскольку лимонный сок используют в качестве исчезающих чернил, то при нанесении на кожу можно стать невидимым. Ему показали записи с камер наблюдения, и Уиллер сильно расстроился. Позже выяснилось, что у мужчины было психическое расстройство, ему можно было внушить все, что угодно. Ему не дали реального срока, а отправили на принудительное лечение. Герой следующей истории был не только глупым, но и полным неудачником. Молодой человек по имени Гэвин Коул, проживающий в калифорнийском Дублине, вел нелицеприятный образ жизни. Он зарабатывал на жизнь, торгуя веществами, да и сам был зависим. Получив очередную партию для сбыта, парень сел в автобус. Не обращая внимания на окружающих людей, достал из кармана 3 пакетика с белым порошком. Держа их в руке, Гэвин совершил звонок по мобильному телефону, чтобы договориться о встрече с покупателем на ближайшей остановке. Парень, не стесняясь окружающих, прямо говорил, что товар у него, а также сказал собеседнику, чтобы тот не забыл деньги. После звонка Гэвин закурил прямо в автобусе, и это была совсем не сигарета. За всеми действиями парня наблюдал мужчина, который сидел прямо напротив Гэвина. Им оказался офицер отдела по борьбе с наркотиками. Он возвращался домой с работы и был одет в штатском. В итоге глупый Гэвин поехал не на встречу с покупателем, а в полицейский участок. Вера в себя и свои силы, несомненно, важна, но чрезмерная самоуверенность может затмить здравый разум. Так получилось и с молодым парнем по имени Энгус, который проживал в Техасе. Он совершил ограбление склада электротоваров, но скрыться ему не удалось. Полиция быстро поймала парня, и он предстал перед судом. Благодаря адвокату парню удалось избежать тюремного срока. Он отделался штрафом в размере $9600. Таких денег у Энгуса, естественно, не было. Заработать эту сумму честным трудом он и не думал. Ему в голову пришло гениальное решение – подделать банковский чек. Парень раздобыл бланк, заполнил его от имени своего знакомого и постарался подделать подпись. Затем Энгус отправился в ближайший банк, предъявил кассиру фальшивый чек и ни на секунду не сомневался, что его план сработает. Возможно, ему бы улыбнулась удача, если бы не одно «но».
Кассир банка лично знал человека, чью подпись подделал Энгус. Парня попросили подождать, пока из хранилища принесут деньги. Даже предложили ему кофе. Пока Энгус наслаждался собственной находчивостью и вкусным кофе, в банк подъехала полиция, которую вызвал кассир. Парня арестовали, и в тот раз он все же отправился за решетку. Кого только не приходится защищать адвокатам в суде. Некоторые клиенты поражают их своей глупостью, но иногда на такой особенности адвокатам удается выстроить линию защиты и даже добиться помилования для преступника. 26-летнему Джеральду Диксону, который проживал в городе Питерборо, Канада, очень повезло с адвокатом. А вот с умственными способностями дела у него обстояли не очень хорошо. Джеральд решил ограбить банк Монреаль в городе Уитби. А чтобы его не вычислили, ему нужна была маска. Использовать шапку с прорезями для глаз или мамины колготки, как это часто делают грабители в фильмах, парень не хотел. Он решил купить лыжную маску, поэтому отправился в магазин снаряжения для горнолыжного спорта. Продавец запомнил парня, потому что покупка лыжного шлема в августе была нечастым явлением. Когда продавец услышал в новостях о том, что банк ограбил парень в лыжной маске, он сразу сообщил о странном покупателе в полицию. Также он предоставил запись камер наблюдения, на которых хорошо было видно лицо преступника. На этом глупость Джеральда не заканчивается. Во время ограбления банка он велел кассиру складывать деньги в черную сумку. Сумма наличных составила $2600. Парень вернулся в тот же банк через несколько часов, чтобы открыть счет. Он предоставил тому же кассиру ту же черную сумку с деньгами и попросил открыть счет на ту же сумму – $2600. Адвокат Джеральда добился помилования, назвав причину «непроходимая тупость клиента». Парень отделался условным сроком и штрафом. Женщины довольно редко совершают крупные ограбления. Если они решаются на преступление, то чаще всего делают это по-тихому, но к героине следующей истории это не относится. 20-летней девушке Карен, проживающей в городе Лейк-Сити, штат Флорида, США, внезапно потребовались деньги. Изрядно выпив, она решила ограбить мотель Говард Джонсон. Она понимала, что для большей убедительности ей необходимо чем-то вооружиться. Огнестрельного оружия у нее не было, а вот электропила была. Именно с ней Карен ворвалась в вестибюль мотеля. Она потребовала открыть сейф и отдать ей все наличные. Несмотря на угрожающее размахивание электропилой, администратор мотеля не испугался. Он едва сдерживал смех. Его рассмешило, что девушка угрожала выключенной электропилой. Шнур волочился за ней. Карен быстро обезоружили и вызвали полицию, которую также позабавил этот случай. А вы знаете о каких-либо глупых преступлениях или курьезных случаях? Обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно их почитать.